Представь, ты заходишь домой после работы. Вроде обычный день, ничего особенного. Но взгляд цепляется за двор, и ты замечаешь, твой сосед, который всегда жил так же, как ты, поставил во дворе новую машину. Еще год назад он ездил на старой, которая больше стояла у сервиса, чем на дороге, а сегодня у него блестящий автомобиль с новыми номерами, с запахом нового салона. И в этот момент в голове возникает мысль, а как так? Мы же живем в одном доме, ходим по одним улицам, получаем примерно одинаковые деньги. Откуда у него появилась возможность, а у меня нет? Ты проходишь дальше и думаешь, может, ему повезло, может, наследство, может, кто-то помог. Но потом начинаешь замечать детали. У него не только машина новая, он еще и ремонт дома сделал, и одежда у него стала явно дороже, и семья отдыхает не в деревне у родственников, а ездит в отпуск за границу. И вот тут закрадывается то самое чувство – зависть. Но это чувство, если смотреть правильно, может быть полезным. Потому что оно заставляет задать главный вопрос – почему он может, а я нет? А теперь посмотри честно. Ты ведь тоже много работаешь. Каждый день с утра до вечера. Деньги приходят, но тут же уходят. На квартиру, на еду, на какие-то кредиты, на развлечения. И вроде бы все нормально, но накоплений нет, сбережений нет, и к концу месяца снова приходится ждать зарплату. И это повторяется из года в год. У соседа ситуация та же самая была, но он как будто выбрал другую дорогу. И разница в том, что он увидел в деньгах не только инструмент для трат, а инструмент для роста. Ты тратишь деньги, он их раскладывает. Ты покупаешь кофе по дороге на работу, он на эти же деньги откладывает маленькую сумму в сторону. Для тебя это мелочь, для него это кирпичик в фундамент. И вот так шаг за шагом он начал строить то, что сегодня видно со стороны. И тут важно понять одну простую вещь. Дело не в том, что у него больше возможностей. Дело в том, что он использовал те же самые деньги по-другому. Ведь богатство – это не про зарплату, а про то, как ты обращаешься с тем, что у тебя уже есть. Ты скажешь, но что я могу сделать, если зарплаты едва хватает на жизнь? Вот в этом и кроется разница. Большинство людей думают, что сначала нужно зарабатывать больше, а потом уже откладывать и инвестировать. Но так никогда не работает. Потому что чем больше у тебя доход, тем больше соблазнов и трат. Посмотри вокруг, многие люди, получая больше, не становятся богаче. Они просто начинают покупать одежду дороже, телефоны поновее, отдых получше. В итоге результат один – к концу месяца денег снова нет. Сосед пошел по другой схеме. Он решил, я откладываю часть всегда, сколько бы ни получал, пусть это 10%, пусть даже 5%, но каждый раз. Это стало привычкой. И пока ты жил по принципу «пришло, потратил», он жил по принципу «пришло, сначала отложил, потом потратил». И именно это создало ту разницу, которую ты видишь сейчас. А еще он начал думать иначе о расходах. Ты, к примеру, легко отдаешь деньги за новые кроссовки, потому что кажется, ну я же заслужил. А он думает, заслужил ли мой капитал, чтобы я снова его уменьшил? Ты берешь кредит на телефон, а он думает, лучше я подожду, но вложу деньги так, чтобы они начали работать. И давай честно, сколько раз ты говорил себе, вот с этой зарплаты точно начну откладывать. Один раз, второй, 10. Но всегда находились какие-то срочные траты. То сломалась техника, то праздник, то поездка. В итоге ничего не меняется. А у соседа все менялось именно потому, что он не откладывал, когда останется, он делал это сразу. И еще одна деталь. Сосед понял, что надеяться только на одну зарплату – это ловушка. Ведь работаешь ты, деньги есть. Перестал работать, все обрушилось. И он начал искать дополнительные источники дохода. Пусть сначала маленькие, подработка онлайн, небольшие вложения, но главное, он не ждал, пока появится идеальная возможность. Он действовал. Ты же ждал, что когда-нибудь все наладится само. Но когда-нибудь не наступает.
Есть еще одна большая разница. Ты думаешь, что инвестиции – это только для богатых. Что сначала нужно накопить много, а потом уже вкладывать. Но это иллюзия. Сосед начал с маленького. Пусть с нескольких сотен долларов, пусть с минимальных сумм, но он делал это регулярно. А маленькие шаги, сделанные долго, дают огромный результат. Представь, ты и он стартуете одинаково. У тебя есть $1000, у него тоже. Ты тратишь их на новый телефон, он вкладывает. Через 5 лет у тебя телефон уже старый и обесценившийся, а у него капитал, который вырос и продолжает приносить прибыль. И вот так время становится союзником богатого и врагом бедного. И еще важнее – мышление. Сосед перестал думать категориями сразу. Он научился ждать. Ты хочешь все сейчас – новый телевизор, отпуск, машина в кредит. А он откладывает удовольствие. И через несколько лет получает то, о чем ты даже мечтать не решаешься. Потому что у него есть ресурсы. И, может быть, самое сильное отличие – это окружение. Ты общаешься с людьми, которые жалуются. На государство, на начальника, на цены. И постепенно твоя голова тоже думает в этом ключе. Сосед начал искать других людей, пусть сначала в книгах, потом в курсах, потом в реальном окружении. Людей, которые задают себе вопросы, как увеличить капитал, как развить навык, как открыть источник дохода. Ты сидишь вечером за сериалом, он – за книгой или планированием. И это не значит, что он святой. У него тоже есть развлечения. Но приоритеты разные. И вот они-то и решают. И теперь посмотри на картину целиком. Вы начинали одинаково. Жили рядом, зарабатывали похоже, тратили похоже. Но он шаг за шагом выстроил систему. Он стал относиться к деньгам как к капиталу, а не как к бумажкам. Он начал откладывать сразу, а не когда останется. Он создал дополнительные источники дохода. Он учился, пока другие отдыхали. Он вкладывал, пока другие тратили. Он ждал, пока другие торопились. И сегодня результат очевиден. Он не будет рассказывать тебе об этом напрямую. Потому что большинству людей все равно. Большинство предпочитают завидовать и думать, что это удача, а не система. Но если ты досмотрел и дослушал это, то у тебя есть преимущество. Ты теперь знаешь, что разница не в стартовых условиях, а в том, какие решения ты принимаешь каждый день. Секрет соседа прост, он раньше понял, что богатство не сваливается с неба. Оно строится из маленьких привычек, которые сначала кажутся скучными и бесполезными, но через годы превращаются в новый уровень жизни. А теперь главный вопрос, что выберешь ты? Завидовать дальше или начать действовать? Если ты узнал себя в этой истории и понял, что хочешь выбрать другой путь, начни действовать уже сегодня. И если это видео оказалось для тебя полезным, поставь лайк, подпишись на канал и включи колокольчик, впереди еще больше практичных и простых идей о том, как стать богаче и свободнее. А в комментариях напиши, на каком шаге ты находишься прямо сейчас, интересно посмотреть, кто уже начал менять свою жизнь.